Приветствую всех в этот последний день лета. И думаю, потихонечку мы можем начинать готовиться к зиме, потому что осень у нас, скорее всего, не будет. Из 35 градусов мы сразу перешли в 15. Ждем зимы. И поэтому, чтобы хорошо приготовиться к зиме, нам надо посмотреть, какую же нам пряжу использовать для наших зимних теплых изделий. Сегодня мы поговорим о пряже Drops Flora. Вот так она выглядит. Давайте посмотрим, что же это за шерсть. Итак, 65% шерсть, 35% альпака и в 50 граммах 210 метров. Ниточка довольно тоненькая. Рекомендуют нам ее вязать на 3 мм, но, честно говоря, когда я ее вязала на 3 мм, я вязала шапку, то это было очень-очень тонко. Я бы все-таки советовала ее вязать на меньшем размере спиц, если, конечно, это какие-то аксессуары. Для свитера, может, даже вполне себе и подошло бы. Итак, что нам рекомендует производитель? Где у нас тут рекомендации по уходу? Они у нас, как всегда, где-то внутри. Вот что нам рекомендует производитель. Меня, по крайней мере, больше всего интересует стирка. Стирка ручная в 30 градусах. Честно говоря, я стирала в машинке, но об этом чуть-чуть попозже. Вот что нам рекомендует производитель. Гладить на маленьком значении утюга можно. Так, не очень горячий, чтобы был. Так, и что у нас по ниточкам, по цветам? Я вам покажу, какие цвета у меня есть. Это у меня цвет синий, по-моему, он называется индиго, точно не помню, 10. Это цвет джинс, это цвет 13. Цвет 14, не помню, как он называется, скорее всего, что-то в районе стали. Они любят это называть такими цветами. Цвет морской волны. У нас он 12. Довольно яркий, честно говоря, для меня цвет. Я не ожидала такого яркого цвета. И, по-моему, он называется петрольный цвет. И обратите внимание, это цвет микс. То есть линейка представлена версией микс, которая более такая неоднородная, меланжевая, и версия Unicolor, где у нас цвет равномерный, так ровненький, без каких-то переходов. Честно говоря, эта пряжа довольно красивая. Цвет довольно красивый, несмотря на то, что он яркий. Как я уже сказала, это цвет 11. Еще два представителя микса. Это серенькая пряжа, посветлее которая это номер 4 и которая потемнее номер 5. Я покупала эту пряжу для того, чтобы вязать перчатки. Думаю, что на перчатки или там на варежки, особенно на перчатки, это было бы очень... Эта пряжа очень годилась бы. И еще у меня есть белый цвет, но, наверное, единичка, без понятия какой, потому что этикетки у меня уже нет. Я что-то, наверное, начинала вязать из этой пряжи. Итак, что у нас по цветам? Цветов довольно много. Цвета, как вы видите, все такие приятные, я бы сказала. Есть, конечно, оттенки красного тоже. Вот у меня есть кусочек красной ниточки. Так, вот так это выглядит. Это 18-й цвет был, насколько я помню. 23 цвета в линейке. Думаю, что каждый может выбрать себе то, что хочет. Цвета довольно неплохие. С узелками тоже особо проблем нет. Конечно же, встречаются, но не так часто, как в хлопке. То есть здесь я поставлю плюс. Нету так много узелков, как в других видах пряжи. С ниточкой тоже проблем нету. Давайте посмотрим, что у нас тут с ней. Это у нас сколько? 3 ниточки перекрученных между собой. Даже не раскручу, наверное. Скрутка довольно хорошая. 3 ниточки. Хорошо скручено, думаю, что если кто-то хочет вязать крючком, очень бы годилось на это дело тоже. Она такая довольно пружинистая. Видите? Поэтому тоже неплохо.
Что у нас про цвета в разных партиях? Цвета в разных партиях отличаются. Вот у меня, например, это этот моточек. И вот у меня этот моточек. Я, честно говоря, не знаю. Это у меня оставалось от безрукавки. Не помню, эта партия та или нет, но вот у меня еще один. Честно говоря, я не могу точно сказать, это... По-моему, это все-таки флора. Но мне кажется, что оно чуть-чуть отличается. Этот моточек. Потому что я помню, что я дозаказывала на безрукавку. Я вязала в 2 нити. Видите? Чуть-чуть есть отличие. Здесь тоже чуть-чуть отличалось, потому что я заказывала из нескольких партий, я дозаказывала, чуть-чуть отличался цвет. Так что это надо иметь в виду при заказе. Так, и давайте перейдем к узору. К узору, и что у нас там видно по узору. У меня эта пряжа представлена в основном в аксессуарах. И давайте посмотрим сначала на лицевую гладь. Это у меня шапочка. Вот так выглядит лицевая гладь, при том, что я ее перевязывала, наверное, раз или два, не помню. Мне она была слишком широкая, вернее, и высокая здесь тоже, я ее перевязывала. Пряжа это хорошо выдержала, хорошо выдержала стирки, видите, как оно выглядит. Полотно ровненькое, никакой косины нету. Здесь обратно-поворотные ряды я вижу, очень хорошо видно на камеру. Но так в жизни оно не так сильно бросается в глаза, конечно же. Очень ровненькое полотно, очень хорошо выравнивается, очень хорошо ложится. Косины тоже нету. Вот у меня варежки. Варежки связаны. Это я, по-моему, вязала на 3,5. Здесь, но здесь у меня 3 нити. Здесь у меня, наверное, 2 нитки. И я вязала на 2,5, так мне кажется. Уже, честно говоря, не помню. Вот так выглядит с изнанки. Но, видите, эти варежки стирались каждую неделю, так это точно, в течение прошлого сезона. И видите, как они выглядят. Очень даже неплохо. Даже по сравнению вот с шапкой. Побрить, постричь, и все будет прекрасно. Так, это то, что касается одной шапки. Еще у меня есть вторая шапка, и здесь мы посмотрим на резинку. Вот так, это, конечно, узор, но по большому счету это резинка. Так, видите? Она такая вот. Тут косы, по-моему, 3 из 3 петель. Так что это, ну, практически резинка. Резинка хорошо держит. Мне эта шапка, это я для себя вязала, она мне была маленькая. И хорошо держит, потому что даже после нескольких стирок она не разошлась. То есть она мне так и осталась маленькая, к сожалению. Вот. Но очень хорошо все это выглядит. Видите? Варежки к этому, потому что отдала это сыну. Ему как раз тоже варежки хорошо выглядят. Чуть-чуть меньше носили, потому что вот это вот, я не знаю, что за пряжа, она очень сильно растягивалась. Неудобные были эти варежки. Но все равно стирки выдерживала. Побрить все прекрасно выглядит. Drops Flora – это самый тонкий представитель из 3. Здесь у нас идет 210 метров. Следующая идет Лима, не помню точно сколько там, но она потолще, практически в 2 раза толще. И потом идет Непал, он еще толще. Так? То есть, но в принципе это одна и та же пряжа. И я вам сейчас покажу. У меня тут есть свитер. Вот эта вот верхняя часть, вообще весь свитер, он связан из Drops Лимы. Так? Но вот это вот связано, вот эта часть, это та же самая пряжа. Тут 2 ниточки флоры. И видите, она практически идентично выглядит, как и одна нитка лимы. Так, очень все взаимозаменяемо. Так уже не буду его раскладывать. Так что за узор по всем пунктам я даю плюс. После ВТО прекрасно все выравнивается, все хорошо выглядит. Итак, давайте перейдем к ВТО. Как я говорила, нам производитель рекомендует стирать вручную, но я практически все стирала в машинке. Это я, конечно же, стирала руками. Это, наверное, тоже, потому что это же я в машинку не брошу. Все остальное, нет, это тоже я стирала руками, именно только из-за того, что здесь Cotton Merino. Если бы я это бросила в машинку, то оно просто-напросто бы чуть-чуть задубело и уменьшилось бы. Поэтому я стирала это все-таки руками, все.
Но у меня еще есть связанная из этого безрукавка. Более того, вот этот вот свитер я тоже стирала в машинке на режиме шерсть. Так. Есть у меня безрукавка, которую я вязала для папы. Я вам сейчас ее покажу. У меня только фотография есть, потому что уже год, как я ее отдала. И эту безрукавку я тоже стирала в машинке, и мама стирала в машинке, и ничего с ней не случилось. То есть не изменились ни параметры, ни длина, ни ширина. Вот как мне дали размеры, так я по этим размерам связала, так эти размеры и остались после стирки в машинке. Так что ничего особо не меняется. Конечно же, если стирать на режиме шерсть. Ввиду того, что в составе есть альпака, то если сильные обороты включить, то, наверное, может она немножко подсесть. Но у меня ничего абсолютно не подсело. Ни одно изделие не село. Вот это, насколько я помню, я все-таки стирала это в машинке, потому что здесь мериносовая шерсть, и она машинку выдерживает. Так, здесь уже не очень. После ВТО, вы знаете, когда вы стираете руками, то цвет чуть-чуть отдает пряжа. Но это не сильно влияет на общий вид ее. То есть если вот это вот посмотрите, вот у нас такая после многих стирок, вот у нас оригинальная пряжа. Я бы не сказала, что сильно цвет поменялся, хотя вода была красная. Здесь была вода красная, здесь была вода такая сероватенькая, я бы сказала. Постоянно, варежки постоянно отдавали цвет, но опять же, несмотря на это, ничего в цвете не поменялось. Видите? То есть здесь даю большой плюс за все это. В принципе, за весь раздел ВТО можно дать все плюсы, потому что очень хорошо выдерживает и стирку, и цвета стойкие. То есть все прекрасно. И практичность. В принципе, это шерсть, правда? Поэтому логично ожидать, что катышки будут. Катышки есть. Особенно это видно вот на этих вот изделиях мелких, которые очень часто используются. Эту шапочку я ни разу не чистила, эту шапочку тоже ни разу не чистила. Насчет безрукавки, честно говоря, не знаю. Но это я чистила очень много раз. Но это варежки. Так? То есть они закатываются очень сильно. И вообще лима и флора, она закатывается. Лима все-таки сильнее закатывается, чем флора. Но опять же, смотря, что вы будете из этого вязать. Мягкость, жесткость, колючесть. Ну, пряжа, конечно, мягкая, но она колючая. То есть я бы не советовала все-таки ее использовать на голое тело людям, которые чувствительны к колкости изделий, колкости шерсти. И я бы все-таки не советовала использовать эту пряжу для вязания одежды для детей. То есть, если вы вяжете что-то для детей, обязательно сделайте какой-то изоляционный слой, чтобы это не кололо ребенка. Я здесь делала из Cotton Merino. Здесь у меня было просто это, по-моему, Drops Merino Extra Fine. То есть что-то такое, чтобы это все-таки изолировало вот эту вот колкость, потому что у деток кожа очень чувствительная и будет просто колоть. Даже здесь вот на ручках, где чувствительное место, то я тоже делала, чтобы это не сильно кололо. Так что пряжа колется. В принципе, даже вы видите, так, вот эти вот волоски, которые здесь выходят, именно они и колются. Нельзя назвать эту пряжу не колючей. Ну, хотя, конечно, это зависит от собственных каких-то предпочтений. Так. Цвет со временем сохраняется, как я уже сказала, вымывается чуть-чуть цвет в процессе ВТО, но в общем цвет остается. Вот он у меня оригинальный моток. Не помню, это та партия или нет, честно говоря, но в принципе цвет особо не поменялся. Да? Даже вот этих вот варежек, которые тоже плавали в грязи, особо цвет сильно не поменялся. Так. То есть здесь тоже плюс. И что можно вязать от этой пряжи? Вязать можно все, абсолютно. Как я уже сказала, обращая внимание на тот факт, что она колючая, так, то есть сделать какие-то комбинации, чтобы сильно к чувствительным местам она не прикасалась. Но вот как верхний слой, как свитер, очень даже она годится, потому что пряжа выглядит достойно, она ровненькая, петельки ровненькие, петельки просто... Мне очень нравится, как выглядят петельки в лицевой глади. Очень красиво это ложится, очень ровненько. Узор тоже прекрасно держится, резинка держится. У меня, по крайней мере, резинка прекрасно держится. После стирок, после всего.
Так что все, что угодно, все, что вам в голову приходит, можно из этой пряжи вязать. Вот такие у нас результаты по этой пряже. Итого у нас получается 3,25 общий балл из 4. Это довольно неплохо. Пряжа очень хорошая, как эта пряжа, так и вся, в принципе, из этой линейки. И Лима, и Непал. Конечно же, в зависимости от того, что вам нужно вязать и какую толщину вы любите. Так что вяжите, готовьтесь к зиме, она уже не за горами. И до новых встреч!